Всем привет, меня зовут Дарья, и вы на моем канале Свитербург. Предыдущий ролик на моем канале достаточно сильно просил по просмотрам, поэтому если вы его еще не видели, то приглашаю вас посмотреть его после этого ролика. И в нем я упомянула то, что купила себе долгожданный и очень желанный для меня артикул. Это Lana Grossa Per Fortuna, и собиралась я вязать вот этот джемпер, который находится на обложке журнала Lana Grossa. И я его закончила. Всего у меня ушло на него 2 недели, и время вам его показать. И вот такой вот джемпер у меня получился. Я еще не проводила ВТО, поэтому буду прикреплять вам фото или видео, как получится, по ходу своего рассказа, а пока что повешу его просто сзади. Как я говорила, у меня был вот такой вот красивейший сиреневый цвет в количестве 4 моточков, и мне нужно было подобрать к нему цвета-компаньоны. Я заказывала их через интернет, и конечно же, я ошиблась в выборе цветов. В общем, вы уже здесь видите, собственно, в готовом изделии сиреневый, розовый и голубой. И должен был быть еще один цвет, который идет в области горловины и плеч. Я прикреплю еще фото из журнала, чтобы вы понимали, о чем я. И, собственно, я решила выбрать пастельно-желтый цвет, который на сайте выглядел именно так. Но вместо этого мне пришел вот этот вот ярко-желтый цеплячий цвет, который в мою картину джемпера никак не вписывался, и мне пришлось от него отказаться. Вязала я первый размер, и связался он очень быстро, чуть меньше, чем за 2 недели, и это джемпер свободной посадки, и забыла упомянуть, что это сшивная модель. Вяжется до безобразия просто, это 2 прямоугольника, без преувеличений, сшитых между собой, без ростка, без скосов плеч, без всего, и если честно, то я переживала за посадку, потому что боялась, что сзади будет подскакивать, потому что я все-таки собака сутулая и ожидала именно этого результата, но на деле все оказалось хорошо, и мне кажется, что здесь еще играет роль особенность пряжи, что она немного такая текучая, и она еще и опускается под весом всего полотна. Как я и говорила, мне пришлось отказаться от полы желтого цвета, плюсом еще к этому шло то, что по выкройке длина джемпера составляет 53 сантиметра, что на мой рост это совсем мало. И я решила это нивелировать тем, что я удлинила нижнюю секцию сиреневого цвета до нужной мне длины, и у меня вышло 62 длина джемпера. И это не последнее изменение, которое мне пришлось сделать в этом джемпере. Если посмотреть на фото из журнала, то видно, что длина рукава там где-то либо 3/4, либо еще короче. Но, в общем, мне такая длина рукава не особо понятна, и я люблю вот, чтобы рукав прям до начала пальцев доходил, длинный, чтобы, ну, в общем, мне так комфортно. И поэтому я пересчитывала все убавки, и вот эти дополнительные полосы у меня появились. Ну, в общем, полосы, по сути, я полностью пересчитывала все, сколько рядов там, что должно быть. Обработка здесь по низу изделия, по низу тела и рукавов выполнена резинкой 2 изнаночных, 1 лицевая. И по поводу обработки горловины, изначально, когда я сшила вот эти вот 2 прямоугольника, она была, конечно, такая вытянутая. И по описанию там идет обработка просто провязыванием 1 ряда лицевых петель. И, собственно, горловина собирается и становится на место. Вязала я на спицах 4,5 мм, и пряжа очень комфортная в работе. И по расходу у меня вышло сиреневого цвета 3,5 мотка, розового 2,5 и голубого полмоточка. Возможно, там, конечно, чуть больше, чуть меньше. Очень много у меня было кончиков, я их заправляла, наверное, час, учитывая, что и полосы, и нити отшивания, но, в общем, это прям добрая часть времени. И резюмируя все вышесказанное, описание просто элементарнейшее, не знаю, проще, наверное, некуда. И само изделие мне очень понравилось, потому что оно невероятно приятное к телу, его не хочется снимать, хочется себя как-то гладить. И очень жаль, что у нас началась жара в 30 градусов, и, скорее всего, уже я его не скоро смогу поносить, но буду ждать. Baby, you give me ice and fire.
Вообще я себя относила к людям, которые не любят вязать из летних составов, и говорила, что никогда не начну этого делать, потому что у меня был не совсем удачный опыт ранее. Но в этом году я решила дать второй шанс этому всему, и вот уже второе изделие из летнего состава у меня готово. И я решила на этом не останавливаться, и у меня появилась еще одна идея, снова из этого журнала, который я вам уже показывала ранее, и сейчас покажу вам. И вот эта модель, которая мне так понравилась. Я, наверное, лучше прикреплю фотографию, чтобы вам лучше было все видно. Что мне понравилось здесь? Мне понравилось то, что комбинируются два разных артикула контрастных цветов, создается вот этот эффект меланжевости, и то, что сочетаются вязание спицами и крючком. То есть основное полотно вяжется спицами, а ленты вяжутся отдельно крючком и затем уже вдеваются в эти отверстия узора. И перейдем сразу к действующим лицам. Во всем этом участвуют вот два артикула. Сначала давайте про первый. Это Lana Grossa Dodici, такого красивого серо-бежевого цвета, спокойного. И номер цвета здесь 29. Метраж 50 грамм, 110 метров. По составу 65% хлопок, 25% вискоза, 10% лен. И ниточка сама достаточно матовая, и есть вот эта вот блестящая, видимо, вискозная нить. И второй артикул Lana Grossa Seta Pura. Цвет такой вот грязно-синий, грязно-голубой вернее, и даже не знаю, как его еще описать, но, в общем, на сайте он был немного другой. По составу здесь 100% шелк, 50 грамм, 200 метров, и цвет это 13-й. В общем, в такой вот комбинации я собираюсь вязать этот джемпер, и я уже связала образец. Можно, кстати, уже заметить то, что я перешла снова на спокойные цвета, как-то я пока наигралась ярким, и хотелось чего-то спокойного. Образец. Я его связала на спицах 6 мм, и вот эти отверстия для лент, которые вяжутся накидами. И я сначала их вязала, просто провязывая скрещенными накиды. И что-то мне как-то показалось это странным, потому что какие-то слишком маленькие отверстия для лент получались. И в итоге я провязывала, обычной петлей, и у меня получились уже нормальные отверстия для лент. Сам джемпер я еще не начинала вязать, потому что решила немного так отдохнуть от плечевых изделий и, собственно, перейдем к моему отдыху. В любой непонятной ситуации я люблю вязать игрушки, и это началось еще давным-давно, в году 2013, и тогда я вязала игрушки крючком, и я в своем телеграм-канале делилась своими достижениями, так скажем. Так что, если кому-то интересно, то переходите в мой телеграм-канал. И в этот раз я решила заглянуть на свою книжную полочку, потому что мне еще зимой этой подарили вот эту вот книгу «Свяжи и дружи» от Марии Никулиной. И мой выбор пал на вот эту вот альпаку Мэри. Здесь было из чего выбрать, очень много интересных игрушек, которые хотелось бы связать. Больше всего я хотела чайку и зайчика, но мои остатки пряжи больше всего подходили под альпаку Мэри. Но у меня получилась не альпака Мэри, а Пашка-альпашка. Вот такой вот балбес. И вязала я его из Alize Comfort Socks и вместе с ниточкой газала альпака букле на спицах 3,5 мм, насколько я помню. Шляпку и коврик я вязала крючком. Коврик из пряжи, которая была в предыдущем ролике, носочная пряжа Footprints, и шляпка это Yarnart Jeans, которая у меня еще осталась от создания ковров, и такое в моей рукодельной жизни было. По поводу описания, оно краткое, понятное, какие-то сложные моменты были проиллюстрированы фотографиями. Совсем для новичков, наверное, я бы не стала рекомендовать, потому что, возможно, будет все-таки сложновато. В самой книге представлено описание вот только на эту альпаку, коврик и шляпку. Это уже я сама из головы придумывала. На одном Пашке я не остановилась. Как я и говорила, мне пришла вот эта вот желтая перфортуна. Вернуть ее достаточно проблематично, поэтому пришлось ей придумывать достойное применение. И, на мое счастье, у Сабины с «Морем внутри» вышло чудесное описание на милейшего утенка, которого я уже связала. Вот такая вот кроха у меня получилась, просто потрясающе милая и нежная, тактильная, он просто невероятный. Вязала я на спицах 2,5 мм, и
Желтый вы уже поняли, что за желтый. И розовый на лапках и клюве — это тоже перфортуна, которая у меня осталась от вязания джемпера, но я ее подстригла, потому что волосатые клюв и лапы как-то, ну, в общем, странно это выглядело. Глазки я заказывала с Озон. Не знаю, нужна ли ссылка на это, но, в общем, вот так. Достаточно долго я думала, из чего сделать бант, потому что хотелось, чтобы он был такой вот легкий, воздушный. Идеально бы подошел мохер. Но ненужный мохер, который у меня лежит, он такого цвета, что я не знаю, куда его присобачить, так скажем. Он уже давно лежит, и я не знаю, в каких условиях он мне может пригодиться. Мохер хороший, но цвет просто отвратительный. Это вот как раз ошибки заказа через интернет. Ну, в общем, я решила попробовать мохер от Ореола. Вот такой вот мохер у меня. Это белорусская фабрика Ореола. Артикул называется «Полушерсть». И по составу здесь 6% мохера, 10% шерсть, 10% вискоза, 74 полиамид, 50 грамм, 215 метров, цвет натуральный. И изначально я услышала про этого производителя на ютубе, слышала, что у него тонкий мохер, который можно подмешивать в носочки, но как-то вот он мне, не знаю, может быть, я все-таки не то заказала, потому что артикул называется «Полушерсть». Хоть здесь и есть в составе мохер, но это достаточно такая толстая нить. И тактильно она мне вот прям вот, ну, вообще не нравится. И у меня вот 2 мотка, но это я ставлю на игрушки, потому что вот такой вот какой случай, подмешать куда-то отлично подходит. Ну, в общем, это все, что я хотела рассказать про этот мохер. По поводу описания, есть вариант вязания спицами, есть вариант вязания крючком, также есть описание на свитерочек для утенка, шарфик. И, в принципе, все какие-то сложные моменты объясняются видеокомментариями. И есть у меня еще один начатый процесс на просторах Пинтереста. Еще зимой я наткнулась на фотографию вот этих вот прекрасных носочков. И еще в своих первых видео, то ли в первом, то ли во втором, я показывала вам 2 пряжи. Это от Рика носочная пряжа Superba Tweed. Это цвет, наверное, 1. И в комбинацию к этому я добавляла пряжу Lang Яволь. Здесь цвет 83.0213. И поскольку здесь есть желтые крапушки, то я посчитала, что вместе они будут прекрасно сочетаться. И как раз-таки это идеально подходило под референс Pinterest. И в итоге я нашла узор в своей книге. Сейчас покажу. Вот в этой книге я нашла узор, но он был немного другой. Мне пришлось его немножечко изменить и пересчитать под носки. И провязала я совсем немного. Здесь 2 раппорта узора. Ну, в общем, вот такой вот узор. И я не знаю, нравится мне или нет. Во-первых, его очень сложно запомнить. А во-вторых, просто как-то мне не нравится, как это смотрится на ноге. На картинке очень нравится, а на ноге не особо. Сама пряжа классная, и она очень хорошо, ровно выкладывается. И вот эти вот крапушки разноцветные очень классные. Но, в общем, не знаю, я в раздумьях. Скорее всего, я все-таки это распущу и буду думать что-то другое. Возможно, какой-то другой узор буду делать. Не знаю, подумаю. Потому что если такое количество сомнений на носках, то, возможно, их не стоит вязать дальше. И последнее, чем бы я хотела поделиться, это покупка, перед которой я не смогла устоять. Это уже знакомый вам артикул Баба от Zegna Barufa. Напомню, что здесь 70% меринос, 30% кашемир. И у меня здесь, тут не написано, но, в общем, здесь 900 с чем-то грамм, очень много. И почему я решила приобрести? Во-первых, цвет. Цвет называется камень, и он такой вот холодный, серо-коричневый цвет. Ни на одном фото или видео не смогла я его поймать как нужно. И особенностью является то, что здесь можно уже вязать с одного конуса. Это такая вот толстенькая смотанная ниточка. Ну, в общем,
Я очень довольна, я не видела в таком метраже и счастлива, что у меня это есть. И на этом я буду заканчивать. Буду благодарна за ваши лайки и комментарии, потому что я выпускаю видео не так часто, как этого хочет YouTube. И спасибо вам большое за просмотр. До встречи в следующих видео. Пока-пока.